Всем привет, друзья! Сегодня хочу показать вам еще одну посылку, и здесь у нас исключительно Tamiya. Причем не только долгожданная химия, но и одна очень интересная моделька. Так что давайте скорее открывать и посмотрим, что здесь. Вот такая посылочка. Давайте я сейчас все распакую. Сначала посмотрим химию, а потом одним глазком взглянем на модель. Первая — это тамиевская смывка, цвет коричневый. Я уже брал темно-коричневую, но сейчас решил дополнить палитру вот таким более светлым оттенком. Думаю, для некоторых красок он будет более предпочтительный. В ближайших моделях уже планирую использовать именно эту химию, так что посмотрим, как у меня получится ее применить. Далее, краски. У Валеха у меня закончилась черная краска, и теперь я решил заменить ее на тамиевскую. Здесь все просто. XF1, обычная черная краска. Вторая темная краска — это черная резина. XF85. Цвет у нее почти черный и имеет незначительный холодный отлив. Я уже активно пользуюсь оттенком резина от Хамы, но решил также дополнить палитру более профессиональной химией. Попробуем и сравним, какой оттенок даст эта краска. Далее, для модели Grand от MiniArt взял краску Desert Yellow XF59. Решил не делать этот танк зеленым, а выбрал для него вот такой песчаный цвет. Но подробнее об образе модели поговорим уже в соответствующем видео. И еще один цвет, который меня заинтересовал по большей части своим оттенком, это цвет Sky XF21. Его я увидел в списке цветов для модели грузовика от Fine Molds. Там с его помощью предлагалось выкрасить нижнюю часть двигателя, но сейчас я не знаю, буду ли я использовать этот цвет для таких целей, или же отложу его про запас и покрашу, например, кузов какой-нибудь модели. Оттенок, как я уже и сказал, достаточно интересный, и я думаю, будет здорово смотреться. Ну и, наконец, долгожданная химия, фирменный тамиевский растворитель X20A. Его я уже давно ждал, чтобы покрасить наш грузовик от Fine Molds. Ну и в дальнейшем для всех моделей, где я буду использовать тамиевскую краску, он мне также пригодится. Но первая проба пера будет именно на этом грузовике. Напомню, что он у нас уже собран и осталось только покрасить. Так что в ближайшее время я этим займусь, и мы увидим финал сборки. Ну а теперь давайте посмотрим, что же в коробочке с этой моделью. Полный обзор выйдет отдельным роликом, ну а сейчас немного удовлетворим мое и ваше любопытство. Деталей у модели немного, судя по тому, что я успел увидеть, выполнено все на очень высоком уровне. Одной деталью исполнен кузов модели, также одной деталью дана рама вот на этом литнике. Также в набор входит фигурка водителя и дано два варианта тента. Разложенный и сложенный. Сборка обещает быть достаточно простой, но очень интересной. Моделька выглядит довольно необычно, и я думаю, очень интересно будет смотреться рядом с Опелями и Мерседесами. Модель эту я уже давно присмотрел на AliExpress, но вот сейчас, благодаря моему товарищу Денису, я смог приобрести ее гораздо быстрее и по более интересному ценнику. Пока не хочу зарекаться, как скоро мы ее соберем, но поскольку модель простая, думаю,
в долгий ящик откладывать также не стану. Кстати говоря, у Tamiya есть модель такой же Toyota, но в кузове седан. К сожалению, эта модель в 24-м масштабе выходит, и мне бы очень хотелось, чтобы ее все-таки выпустили в 35-м. Был бы отличный комплект этому фаэтону. Итак, друзья, на этом обзор томиевской посылки я заканчиваю. Напишите в комментарии, какими смывками, красками и растворителями вы пользуетесь, а также напишите, что вы думаете об этой модели. Не забудьте поставить лайк ролику, если видео было вам интересным, и обязательно подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Я же благодарю вас за внимание и до встречи в следующих видео.